Телевизор тот же. Пришли светодиоды. Ну что, теперь будем разбирать телек и менять. Значит, в прошлый раз я поклеил. Сейчас я его буду опять разбирать. Снимать я не буду. Кому есть желание посмотреть, как он разбирается, в предыдущем видео, я в конце видео поставлю ссылку. Можете посмотреть, как разбирается. Сейчас я его разберу и будем менять светодиоды. Разобрал я все, поснимал. Дошел до того же места, где в прошлом видео были. Вот они, светодиоды. Типа клеил. Все держатся на месте, но горело я. Все равно их заменить. Сейчас еще буду менять. Светодиоды пришли. Единственное, вот эти вот треугольнички. Они сейчас хрупкие. То ли от качества пластмассы, то ли уже им уже лет сколько. Нужно очень аккуратно вынимать, потому что ломаются. Так, сейчас задача снять вот этот белый отражатель. Сначала нужно отщелкнуть вот эти вот все треугольнички. И затем будем снимать вот этот белый отражатель. В общем, начинаю снимать. Не просто в руках крошаться. Невозможно его отщелкнуть. Или пластмасса такая. Думаю, что уже от старости. Ну, возможно, и качество, и пластмасса. То есть, наверное, буду так снимать, насколько это возможно. А затем просто их на те же самые места на бокситку посажу. Вытягиваю все эти треугольнички. Для того, чтобы экран держали, чтобы был зазор. Практически все поломались. Даже те, что отщелкнулись, они все равно трещины появились. Но это уже время, пластмасса. Сейчас качество везде хорошее. Ну и теперь экран просто подковыриваем и аккуратненько снимаем его полностью. Сейчас выключу, чтобы одной рукой неудобно снимать. Снял белый экран. Пока снимал, еще две отлетели. Это уже другие, которые не клеил. То есть здесь все они уже со временем отжили. Качество желает лучшего. Теперь будем менять планки. Мы будем снимаем одну, сразу ставим новую. Или можно снять все, потом по одной вставлять. Они здесь все на разъемчиках. Вот. Между собой соединяем сначала, потом здесь вставляем и защелкиваем на этот разъем. Снимаются они очень просто. Вот одна линейка идет. Здесь на каждой линейке есть стрелочки. Вот это здесь стрелочка, есть такой карман. В этот карманчик заходит часть платы, которая держит планку. То есть вам нужно ее в противоположную сторону вынять. Сейчас так. Наполняется, вынимается. Теперь следующее вышло, следующее. Вот еще один упал. Следующее. Вверх поднимаем. Опять. И так вот вынимается. Последний. Вынимаем здесь с разъема. Так, одной рукой не получится. Здесь нужно придавить и вынется. Вот здесь, кстати, придавливаем 2 штуки и вытягиваем. Одной рукой не смогу. Все, вынял ее. Вот здесь 2 придавили и эту потянули сюда. Двумя руками нужно. Вот она старая. Сторону убираю. Вот новенькая. Но я уже соединил. Вот здесь короткие с правой стороны, длинные с левой, и потом общая шина. Вот. Поснимал все. Вот они старые все лежат. Пока снимал, вот еще подпадало. Ну, теперь буду загонять все новые. Установил все, вот новые все стоят. Перед тем, как ставить отражающий экран, хорошо проверьте, чтобы были контакты здесь надежно защелкнуто. Лучший вариант, конечно, включить его, чтобы посмотреть, что все они работают. Но я включать не буду. Надеюсь, все будет нормально. Буду собирать. Сейчас ставлю отражающий экран. И потом будем
клеить все эти треугольнички прозрачные. Эти светодиоды по диаметру оказались меньше, чем те, что родные стояли. То есть отражающий экран вообще просто лег на него. Не знаю, будет он потом оттопыриваться или нет. Ну, эти будут держать, все равно придерживать. То есть сейчас для примера могу положить. Вот старый какой. И вот новый какой. Их разница намного меньше. То есть старый, если стоял в отверстии, там, то чуть-чуть цепляло краями, держала отражающий экран. Ну, какой есть, такой есть. Будем собирать дальше. Разводим эпоксидку. Так, разводим эпоксидку. Смешиваем. Будем на нее клеить. Разводим эпоксидку. Теперь вот они поотваливались. Но большая часть вообще напополам, потому что уже от возраста, да и от качества, наверное. Теперь каждую мажем. У нас будет по центру. Мазал, клей есть. И теперь на свое место ставим. Вот так вот. Ставим все и оставляем засохнуть. В общем, вот так вот получилось. Теперь подсохнет и буду все ставить в обратном порядке. Экран, все на свои места. Закрывать и включать. Так, светодиоды поменены. Вот сейчас экран вот так вот показывает. Уже более равномерно. Единственное, вот тут снизу так чуть светлее. Но уже нету этих пятен. Сейчас еще на браузер подключу. Там светлый фон. Будет, наверное, виднее. Сейчас переключился новый браузер. Вот у нас все белое, но уже так равномерно. То есть нету того, что было, уже фактически показывает, можно сказать, отлично. Так что если кому-то было интересно, подписывайтесь, будут еще разнообразные видео. Не забывайте поставить лайк.